Около 15 миллионов лет назад океаны принадлежали существу, которое внушало страх всем, кто осмеливался разделить с ним воды. Мегалодон. Акула длиной до 18 метров с зубами величиной больше человеческой руки. Хищник, способный перекусить китенка так же легко, как мы ломаем ветку. Но загадка до сих пор витает над его судьбой. Почему эта акула-колосс исчезла всего 2,5 миллиона лет назад, оставив после себя лишь зубы? Новое исследование раскрывает любопытную деталь. Зубы мегалодона из Северной и Южной Каролины, Испании, Перу и Панамы показали, что его размеры зависели от широты. Самые крупные особи развивались в холодных водах. Вспоминается правило Бергмана. Чем севернее или южнее обитает животное, тем крупнее его тело, чтобы сохранить тепло. И вот это правило впервые подтверждено для акул, тех самых теней моря. Но есть и другая загадка. В тропиках, близ экватора, находят зубы меньшего размера. Это могли быть питомники мегалодонов, то есть места, где детеныши росли в безопасности. Но, возможно, все проще. В теплых морях эти акулы никогда не вырастали такими гигантами, как их северные собратья. Причины исчезновения остаются туманными. Одни винят изменение климата, остывание земли, падение уровня моря, исчезновение привычных мест для выращивания молодняка. Другие указывают на конкурента – большую белую акулу, которая появилась около 4 миллионов лет назад и, вероятно, заняла охотничьи ниши мегалодона. Более 170 миллионов лет назад в глубинах Юрского моря плавало создание, чьи очертания напоминают современного дельфина. Но это вовсе не млекопитающее. Это ихтиозавр, рыба-ящерица мезозойских океанов. И только сегодня, спустя сотни лет после первых находок его окаменелостей, мы впервые можем взглянуть на него почти так, как он выглядел на самом деле. Недавнее исследование, проведенное группой палеонтологов, объединило 300 лет научных данных и один необычайно хорошо сохранившийся скелет из сланцев Поседонии в Германии. Этот окаменевший страж прошлого сохранил не только кости, но и мягкие ткани. Редчайшая находка. Используя современные методы сканирования и 3D-печати, исследователи создали новую, поразительно детализированную реконструкцию стеноптеригуса quadristicis. Длина тела до 4 метров, вес около 600 килограммов. Но куда более важно то, что ихтиозавр оказался покрыт гладкой кожей, лишенной чешуи, словно кит или дельфин. Его тело скрывал толстый слой жира, позволявший выживать в холодных морях. Под микроскопом исследователи увидели и меланосомы. Это пигментные структуры, указывающие, что эта древняя рептилия могла быть темной, возможно, почти черной. Такой окрас защищал от ультрафиолетовых лучей, когда животное поднималось ближе к поверхности. В тени пучин или под ярким солнцем Мезозойского моря оно было готово. И вот теперь, спустя миллионы лет, перед нами не только просто сухая кость из музея, а живое создание прошлого, вдохнувшее жизнь в наши воображения. Его глаза, отражавшие свет Юрского моря, вновь смотрят на нас сквозь века. И возникает вопрос: сколько еще тайн скрывает океанская летопись, если одна окаменелость способна вернуть к жизни целый мир? В бездонных водах юрского периода кипела жизнь. Под поверхностью, скрытой от солнечного света, сталкивались создания, которые и сегодня будоражат воображение. На одной стороне ихтиозавры, стремительные как торпеды, с телами, напоминающими современных дельфинов. На другой – плезиозавры с длинными шеями и мощными ластами, словно ожившие кошмары из морских легенд. Ихтиозавры были мастерами скорости. Их обтекаемое тело позволяло им набирать колоссальную скорость в погоне за рыбой и кальмарами.
Их огромные глаза сияли в темноте, как прожекторы, выхватывая каждое движение добычи в глубинах. Плезиозавры, напротив, выбирали иную стратегию – медленное, почти гипнотическое скольжение. Их длинная шея тянулась вперед, как змея, позволяя совершать молниеносные удары по добыче, прежде чем та успевала заметить опасность. Но иногда эти два титана пересекались. Представьте, стая юных ихтиозавров мчится за косяком рыб, и вдруг из темных зарослей водорослей появляется силуэт плезиозавра. Его длинная шея рвется вперед, и один из юных охотников оказывается в смертельной хватке. Но взрослые ихтиозавры не беззащитны. Их мощные челюсти, полные острых зубов, могли нанести страшные удары. Встреча превращалась в кровавое сражение, где каждый использовал свои уникальные преимущества. Скорость против неожиданности, сила против изворотливости. Для океана юрского периода такие столкновения были лишь частью повседневной драмы. Ихтиозавры и плезиозавры жили бок о бок миллионы лет, каждый из них совершенствуя свою стратегию выживания. Но теперь, спустя 170 миллионов лет, эти битвы остались лишь в камне, в окаменелостях, хранящих тайны давно ушедших морей. Добро пожаловать в глубины Юрского океана. Место, где вода темнее ночи, а каждый вздох – борьба за жизнь. Сегодня мы станем свидетелями противостояния двух древних титанов – ихтиозавра и темнодонтозавра. Ихтиозавр – стремительная морская рептилия, напоминающая современного дельфина, но вооруженная зубами, способными рвать плоть со скоростью молнии. Его тело создано для скорости. Обтекаемая форма, мощный хвост, глаза словно круглые линзы, позволяющие видеть даже в полумраке глубин. А напротив – темнодонтозавр. Тот же облик дельфинообразного хищника, но увеличенный, более грозный. Его пасть усыпана длинными острыми зубами, идеальным оружием для охоты на других морских хищников. Темнодонтозавр не просто охотник. Это властитель океанских течений, способный расправиться даже с себе подобными. В полумраке глубин глаза ихтиозавра улавливают движение. Тень крупнее, чем рыба, быстрее, чем кальмар. Это темнодонтозавр. Охота превращается в дуэль. Ихтиозавр делает молниеносный бросок, уходя в бок, словно серебряная стрела, рассекшая воду. Темнодонтозавр отвечает резким рывком. Его массивная пасть щелкает в сантиметрах от хвоста жертвы. И вот миг тишины. Два хищника кружат вокруг друг друга. Глаза в глаза. Тьма их арена. Кто победит? Тот, кто быстрее? Или тот, кто сильнее? Мы этого не узнаем. Но мы знаем одно – в Юрском океане не существовало безопасного уголка. Даже среди этих чудовищ всегда был кто-то быстрее и кто-то сильнее. Так завершилось еще одно столкновение древних теней. Но глубины хранят еще много тайн. Темные глубины Юрского моря. Здесь, среди водорослей и коралловых рифов, скрываются титаны, которых человек увидит лишь во сне. Сегодня мы станем свидетелями встреч двух древних созданий. Лиоплевродона, чудовище с челюстями словно пасть дракона, и Криптоклида, длинношеего странника океана. Лиоплевродон – гигант, чья длина могла достигать 10 метров. Его клыки, изогнутые и острые, как кинжалы, пробивали плоть добычи с чудовищной силой. Глаза, как бездонные омуты, следили за каждым движением в воде. Этот хищник не плыл быстро, он плыл верно. Каждый его удар хвоста приближал смерть. А напротив – Криптоклид. Морская рептилия с элегантной шеей и телом, созданным для маневров. Его длинные ласты разрезали воду в тихом ритме, а вытянутая шея позволяла захватывать косяки мелкой рыбы или кальмаров.
Он был не воином, а танцором, чье спасение заключалось в ловкости. Леоплевродон выныривает из темноты. Его массивная тень накрывает Криптоклида. Это не просто охота, это древний ритуал, где сила и скорость встречаются лицом к лицу. Криптоклид метается в сторону, изгибая шею в немысленном изгибе. Ласты режут воду, как крылья ангела в отчаянном полете, но Леоплевродон знает цену терпению. Он следует за ним, не торопясь, как сама смерть. И вот момент истины. Леоплевродон делает резкий рывок, его пасть щелкает, и вода окрашивается мраком. Судьба решена. Но океан безмолвен, он не раскрывает своих тайн. Возможно, Криптоклид выжил и растворился в темноте, а может быть, его история закончилась в челюстях морского демона. Такова была жизнь в океанах юрского периода, место, где каждое дыхание могло стать последним. Воды позднего юрского периода – царство тайн, где глубины скрывают существ, о которых мы сегодня можем лишь шептать. Здесь, под серебристым светом луны, в бесконечном танце охотников и жертв встречаются два великана морей – Плеозавр и Эласмозавр. Плеозавр – чудовище из кошмаров моря. Его череп мог достигать 3 метров, а зубы напоминали ржавые кинжалы, застрявшие во плоти времени. Это хищник, чьи мощные челюсти могли перекусить добычу пополам одним ударом. Его короткая шея делала удары быстрыми, а массивное тело позволяло атаковать с силой шторма. А напротив – Эласмозавр. Совсем другой. Его тело вытянутое, элегантное, шеей длиннее, чем у любого существа, когда-либо жившего в океане. Шея, будто живая змея, скользила в воде, охватывая пространство вокруг, готовая захватить рыбу, кальмара или даже молодую морскую рептилию. В отличие от Плеозавра, это был охотник не грубой силой, а изящной ловкости. И вот темная бездна становится ареной. Плеозавр медленно приближается. Тень его тела ложится на Эласмозавра, как предвестие конца. Один удар, и битва может быть закончена. Но длинная шея Эласмозавра делает невозможное. Она извивается, уходит в сторону, заставляя врага атаковать пустоту. Быстрый маневр, удар хвостом, и охота продолжается. Каждый их рывок, каждый изгиб тела звучит как древний гимн океана. Но ничто не вечно. Легенды говорят, что в такие моменты море само выбирало победителя. Иногда Плеозавр, мастер силы, рвал добычу на куски. Иногда Эласмозавр исчезал в темноте, оставляя чудовище ни с чем. И вот мы остаемся наедине с вопросом: кто был истинным хозяевом древних морей? Ответ растворился в миллионах лет, как соль в воде. В северо-западной Аргентине, среди красных скал формации Лос-Блакинтос, скрывалась тайна, ускользавшая от глаз исследователей миллионы лет. И только недавно, благодаря пыли раскопок, мир увидел необычайное существо, некогда населявшее эту землю. Его имя – Гуэмезия очаи. Это был абелизаврид, хищник, живший около 70 миллионов лет назад, в последние мгновения мелового периода. Его череп, почти полностью сохранившийся, оказался неожиданным подарком палеонтологам. Редкость для того региона, где до сих пор находили лишь разрозненные зубы и обломки костей. Но Гуэмезия был странен даже для своих родственников. Его голова лишена костяных выростов и рогов, а по поверхности черепа тянутся ряды крошечных отверстий, словно сама природа создала ему живую систему охлаждения. Его размеры тоже удивляют. Он был меньше своих сородичей, череп которого составлял лишь 70% от размеров других абелизавридов. Был ли это молодой хищник или отдельный карликовый вид, приспособившийся к жизни в изолированных экосистемах Сальты?
Его челюсти, хотя и не такие огромные, как у тираннозавров, все же несли на себе печать силы. Эти животные использовали мощь головы, а не рук. Ведь их передние конечности были настолько малы, что казались бесполезными. Но именно голова превращала их в грозных хищников, способных атаковать даже титанов мелового периода титанозавров. Обнаружение Гоэмесия ачаи – это не просто новый вид. Это свидетельство того, что северо-запад Аргентины хранил собственные тайны, отдельные от богатых ископаемыми земель Патагонии. Здесь царствовала своя экосистема, странная, уникальная, будто созданная на стороне от остального мира. Гоэмесия – это призрак той эпохи, напоминание о том, что меловые джунгли и равнины были полны существ, чьи имена и образы еще предстоит восстановить. И сегодня, когда мы смотрим на этот крошечный череп, мы словно заглядываемся в окно в прошлое. Там, где по земле еще ходили последние динозавры, а судьба мира решалась в ожидании падения астероида. Гоэмесия ачаи, холодная кость из сердца Аргентины, оживает в нашей памяти словно шепот древних земель, зовущих нас вглубь меловой ночи. Около 70 миллионов лет назад на острове, который мы сегодня называем Мадагаскар, царствовал хищник с дурной славой. Его имя – Маюнгозавр гренатиссимус. Теропод длиной 7 метров, мощный, вооруженный зубами, которые он менял каждые 2 месяца. Так часто, словно сам океан дарил ему новые клинки. Но что делало его особенно ужасающим, это его аппетиты. Многие кости, найденные в мадагаскарских раскопках, носят на себе отметины его зубов. Следы, оставленные не только на костях завроподов, огромных травоядных гигантов, но и на костях самого маюнгозавра. Да, этот хищник был каннибалом. Он пожирал своих сородичей, превращая тропический остров последнего мела в мир, где сама жизнь могла уничтожить себя. И все же, он не был чудовищем в нашем понимании. Это была стратегия выживания. На изолированном Мадагаскаре ресурсов не хватало, и маюнгозавр выбрал путь, который другие хищники избегали. Его быстрый обмен зубов позволял справляться с костями, дробить их, оставляя глубокие следы, словно печати на страницах истории. Сегодня его имя стало синонимом мрака и жестокости, но также и величия адаптации. Маюнгозавр не просто охотился. Он правил, используя все, что давала природа, даже если это значило поедать своих собратьев. Его окаменелости напоминают нам, что эволюция – это не только стремление вперед, но и бесконечная игра выживания, где мораль не имеет значения. Маюнгозавр – это призрак из мелового Мадагаскара. Каннибал, властитель, хищник, чья история до сих пор тревожит наши сердца. Его кости шепчут: выживает не самый сильный, выживает тот, кто готов переступить черту. Около 100 миллионов лет назад, задолго до того, как пустыня стала безжизненной, здесь шумела сеть рек и болот. В этих богатых водой землях обитал один из самых страшных хищников мезозоя – Кархародонтозавр сахарикус. Его имя переводится как «ящер с зубами акулы». И недаром. Его клыки длиной до 20 сантиметров были остры, словно бритвы, готовые рассекать плоть за одно мгновение. Кархародонтозавр мог достигать длины 13 метров и весить свыше 6 тонн. Он был больше, чем большинство тираннозавров, и, вероятно, делил вершину пищевой цепи с другим чудовищем тех мест – спинозавром. Их противостояние остается тайной. Охотились ли они на разных жертв или все же пересекались в смертельной борьбе? Эти великаны патрулировали берега рек, где крокодилы и гигантские рыбы становились добычей, а молодые завроподы были легкой мишенью. Но самое жуткое
Его зубы находят в костях тех же животных снова и снова, как следы, оставленные клинками в мяснике времени. И все же, несмотря на свою мощь, Кархародонтозавр исчез около 93 миллионов лет назад. Почему? Возможно, климат менялся, реки пересыхали и привычная добыча исчезала. Возможно, конкуренция со спинозаврами и другими хищниками стала смертельной. Его кости, найденные в Марокко и Алжире, молчат. Но они несут в себе шепот древней Сахары, место, которое однажды было самым опасным на планете. Сегодня мы его называем африканским тираннозавром. Но в отличие от своего североамериканского родственника, он исчез задолго до падения астероида, оставив лишь зубы, акульи клинки, окаменевшие в песках. Кархародонтозавр – это тень, вечный хищник Сахары, чья история все еще дремлет под барханами. Ставьте палец вверх за просмотр видео и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал и жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео от канала «Реальное нереальное».